Старый лесник как-то наткнулся в лесу на маленького волчонка. Зверь по неопытности попал в капкан и никак не мог вытащить из него переднюю лапу. Мужчина пожалел маленькое животное и освободил его. Человек уже собрался уходить, как понял, что без его помощи волчонок не выживет. Он даже не мог самостоятельно встать на лапы. Так зверек стал жить у лесника. Благодаря хорошему уходу волк вскоре поправился, хотя так и продолжал немного хромать. Вскоре лесник почувствовал, что больше не может жить в деревне, так как сил на ведение хозяйства почти не осталось. Он перебрался в город, где жила его дочь, а дом оставил своему взрослому внуку. Парень как раз недавно женился и поэтому с радостью переехал вместе с молодой женой в дедушкин дом. Через некоторое время семья стала ждать пополнения, у них должен был родиться сын. Все это время волк постепенно привыкал к новым хозяевам. Но если молодого парня он как-то сразу признал, то к девушке относился с подозрением. Только когда у молодой хозяйки стал от беременности расти живот, волк как-то к ней подобрел и даже стал принимать от женщины пищу. Казалось, что жизнь молодоженов и в дальнейшем будет похожа на сказку, но в доме случилось несчастье. Однажды зимой, когда хозяин дома был на работе, его жена затопила печь и легла отдыхать. Но то ли от забывчивости, а может из-за своего интересного положения, молодая женщина забыла открыть заслонку. Угарный газ наполнил комнату, отчего молодая хозяйка потеряла сознание. Вернувшись после смены, муж увидел лежащую на полу супругу. Он поспешил вызвать скорую, но было уже поздно. Фельдшер сказал, что здесь он помочь, к сожалению, не в силах. Парень был вне себя от горя. Он сидел рядом с погибшей женой и тихо плакал. Внезапно дверь приоткрылась, и в комнату вошел их волк. Он раньше редко просился в дом, а тут почему-то сам толкнул двери лапой, подошел к телу покойной и долго на него смотрел. Внезапно волк сорвался с места и стал лизать руки погибшей, а потом попытался добраться до ее лица. Мужчина, вне себя от ярости, прогнал животное на улицу и посадил на цепь. Всю ночь волк выл во дворе, словно сошел с ума. Настал день похорон, после окончания всех неприятных процедур молодой вдовец вернулся в дом и заперся на кухне. Волк продолжал выть, пытаясь при этом перегрызть цепь. Мужчина даже хотел его пристрелить, но вместо этого подошел к своему питомцу и снял с него ошейник. Тот сразу же бросился в лес в сторону кладбища. Человек не обратил на это внимания, ему было уже все равно. Утром он вместе с родителями погибшей жены пошел ее проведать. Когда они подошли к погосту, то увидели, что за оградой что-то происходит. Могила была наполовину разрыта, а в ней стоял их волк. Он пытался раскопать свою хозяйку. Люди возмущенно стали его отгонять от места захоронения. Но внезапно они услышали стон, звук доносился снизу. За каких-то несколько минут, стирая руки в кровь, люди достали тело несчастной девушки. Она оказалась жива, а еще одно маленькое сердце внутри нее продолжало слабо биться. Женщину и ребенка удалось спасти. Удивлению врачей не было предела, ведь когда они ранее составляли заключение, пульса у девушки действительно не было. С тех пор волк стал для этих людей не просто домашним питомцем, а полноценным членом семьи. Потому что если бы не его настойчивость, то под землей так и остались бы лежать две невинные жизни. Спасибо, дорогой друг, что дослушал до конца. Делись своим мнением в комментариях, а также подписывайся на канал. Впереди еще много интересного.